в истории начинает маячить фигура князя тьмы. В первой серии 5-го сезона сказочно разбогатевший Андрей едет со своим компаньоном Ромой Абрамовичем в московскую резиденцию президента Советского Союза Михаила Горбачева, чтобы забрать невесту в ЗАГС. Там их ждет загадочный гость. Напоминаем, что все персонажи сериала вымышлены. События происходят в параллельных мирах или иных галактиках. Схожесть имен является абсолютной случайностью и не имеет к реальной истории никакого отношения. Советский Союз. Москва. Ленинские горы. Московская резиденция генсека Михаила Горбачева. Октябрь 1989 год. Правительственный ЗИЛ приехал к площади Юрия Долгорукова в 10 утра забрать жениха Андрюшу Разина из его квартиры на улице Горького и свидетеля со стороны жениха Рому Абрамовича. Они увидели подъезжавший ЗИЛ из окна 4-го этажа Сталинского дома, окна которого выходили как раз на площадь Юрия Долгорукова. Он купил квартиру в этом доме за астрономическую сумму – 21 тысячу рублей, заработав их на концертах за несколько дней. Бывшие хозяева уезжали на ПМЖ в Израиль и за такие деньги оставили в ней все. Даже добротную румынскую мебель из дуба и ковры на стенах. Огромный ЗИЛ не стал въезжать в узкие ворота внутреннего двора дома. Сюда вообще мало кто хотел въезжать. Уж больно узким и загадочным было это место с его массивным, с элементами стиля модерн, Савинским подворьем. На этом месте еще при царе Алексее Михайловиче было кладбище Воскресенского монастыря. Сначала его разорили при царе Николае Кровавом, когда строили подворье, второй раз во времена воинственного большевизма. Под фундамент здания подвели рельсы, затем стальные катки и перетащили за одну ночь подальше от Тверской. Ее место заняла сталинская новостройка. Всего через 50 лет в ней обосновался Ставропольский сирота. Андрей и Рома вышли на площадь к стоявшему у памятника Долгорукому черному членовозу. Напротив, по другую сторону улицы Горького, радовало глаз красивое здание Московского городского совета. Октябрь в этом году выдался морозным, но оба продюсера не стали одевать на голову шапки и подошли к машине в расстегнутых черных пальто и огромными букетами роз в руках. Андрей держал 89 алых роз, Роман столько же белых. Автомобиль подхватил их и понесся к дому, в котором жила семья генсека Михаила Горбачева и Раисы Максимовны. До улицы Косыгина долетели быстро. Дорога оказалась на удивление свободной. Железные ворота на ограде дома, что стоял посреди заросшего старыми липами склона Москвы-реки, открылись. ЗИЛ въехал во двор. Андрей вышел из машины один с огромным букетом. Между деревьями открывался сказочный вид на спортивную арену Лужников, но он лишь на мгновение бросил туда взгляд. Сразу пошел ко входу в резиденцию генсека. В дом заходить не пришлось. Дверь открылась. На крыльцо особняка выбежала Ирина. Праздничные локоны зачесаны справа налево на косой пробор. На длинное свадебное платье накинута короткая норковая шубка. Ирина игриво улыбнулась, протянула в сторону Андрея руки в длинных по локоть белых перчатках. Он бросил охапку цветов к ее ногам, подхватил протянутые руки. Затем притянул ее ближе, обхватил за талию и попытался поднять на руки, чтобы донести ее до машины.
Она засмеялась и выскользнула из его рук. Не хватало грохнуться на букет с его тысячами шипов, вызвав смех десятков людей, обслуживающего персонала, наблюдающих за ними из всех щелей особняка, и охранников, стоящих едва ли не за каждым деревом и кустом. Был среди наблюдателей и брюнет в длинной черной накидке и зачесанными назад набриолиненными волосами. Он стоял на плоской крыше резиденции президента Советского Союза и смотрел вниз. Легкий кивок головы, и мир на Воробьевых горах замер. От тела Андрея и Ирины третий раз в жизни отделились их астральные сущности, метнулись вверх в сторону человека в черном. Он повернулся спиной к улице Косыгина, прошел до противоположной стороны крыши и стал смотреть на другой берег реки Москвы. Длинные полы плаща колыхались на легком ветру, обнажая красную подкладку. Долетев до незнакомца, астральные сущности сгустились и приняли форму трона с подлокотниками в форме змеиных голов. Придерживая полы плаща, незнакомец сел. В руках сверкнула медная подзорная труба, и он принялся разглядывать огромный город, что раскинулся перед ним. Затем, словно спохватившись, вновь кивнул головой, и мир вокруг него ожил. Трон исчез. Со стороны храма Живоначальной Троицы закаркали вороны. Снизу кричал Рома Абрамович: «Эй! Хватит уже лизаться! Опоздаем!» «Не опоздаете», – прошептал стоящий на крыше человек, продолжая разглядывать город в подзорную трубу. Роман держал задние двери членовоза открытыми. Пол машины был усыпан белыми розами. Андрей и Ирина легко впорхнули в нее, словно сила земного притяжения была в это утро не для них. Двери захлопнулись, и бронированная махина устремилась на улицу Грибоедова в ЗАГС номер 1. Перед ЗИЛом ехал милицейский «Жигуленок» с мигалкой. Это было единственное из того, что хотели сделать ее родители и на что согласилась Ирина. Особняк купца Августа Рериха, построенный в начале 20 века в Малом Харитоньевском переулке Москвы, изначально имел загадочную ауру. Он не был предназначен для семейного человека. Видно, судьба уготовила это место, где в далекие времена царя Гороха селились огородники, для общественного употребления. После гражданской войны здесь обосновалось представительство Чехословакии. Затем, во время войны и после, оно переходило из рук в руки, пока Хрущев не решил открыть в Москве первый ЗАГС, в котором таинство брака оформлялось бы торжественно под звуки рояля, скрипки и виолончели. И, ясное дело, под марш Феликса Мендельсона. Свадьба Андрея и Ирины пришлась на 11 октября, день святого Харитона, исповедника, в честь которого неподалеку на пересечении Малого и Большого Харитоньевских переулков когда-то стояла Харитоньевская церковь. Перед войной ее разрушили, но место оставалось намоленным. В нем, как говорят, не раз бывала даже семья поэта Пушкина. Поэтому и выбор пал на улицу Грибоедова, хотя жители продолжали звать его Харитоньевским переулком. Здесь оформлялись брачные узы отпрысками всех московских шишек. ЗИЛ в сопровождении «Жигуленка» с мигалками летел по Садовому кольцу.
Промелькнула колхозная площадь, далее резкий поворот на улицу Кирова, бывшую Мясницкую, еще один поворот налево, и машина оказалась на Грибоедова, бывшем Малом Харитоневском переулке. Возле парадного подъезда ЗАГСа собралась малочисленная толпа. Дверь открыта настежь. Со своей стороны членовоза Роман выбрался быстрее всех и проворно открыл дверь автомобиля, через которую выскочил Андрей и выпорхнула Ирина. Незнакомые люди бросали им под ноги зерна и лепестки алых роз. Откуда все это, Ирина не знала, друзей у нее не было. В ЗАГС она никого не приглашала, но это не имело для нее никакого значения.